Привет всем подписчикам канала. Меня зовут Максим Кошелев. Сегодня мое видео посвящается тем охотникам, именно охотникам, настоящим охотникам, которые доросли и приобрели себе нарезное оружие. Потому что сегодня мы поговорим с вами о таких патронах, нарезных патронах, охотничьих патронах 308 калибра, да, как его называют, 308 вин, 308 винчестер, 7,62 на 51. 7,62 калибр, 51 обозначает у нас размер патронника. Так значит, у меня в руках сейчас 4 патрона, всю линейку не стал выкладывать. У меня 4 патрона, это те патроны, которыми и пользуюсь и стреляю именно я, да. Я пользуюсь русскими патронами, так как у меня русский карабин, у меня Тигр 308 калибре, поэтому я стреляю именно русскими патронами. Я не стреляю какими-то дорогими патронами, там немецкими, польскими, еще какими-то. У меня очень хорошо стреляет, плюется патронами русскими. Это новосибирский патрон. Вот он, новосибирский патрон, такой медной гильзе. И барнаульский патрон. Новосибирский патрон у нас, значит, оболочка. А барнаульский патрон у нас есть на обзоре и оболочка, и полуоболочка. Значит, что хотелось бы сказать по поводу этих патронов. Так, сначала поговорим про новосиб. У меня сейчас в руках новосибирский патрон. На нем тут маркировочка есть 308, 7,62 на 51. Почему, где на нем написано новосибирский? Здесь просто аббревиатура 3 латинские буквы ЛВЕ. Это обозначает, что это патрон новосиб. На барнаульских патронах здесь стоит аббревиатура БПЗ, Барнаульский патронный завод. И то же самое, здесь не стоит калибр, здесь просто написано 308 вин. Почему выбрал новосиб? На самом деле новосибирский патрон, он дешевый, он кучный, он очень эффективный, он не дает осечек. Я их храню, конечно, не в сырости, да, они у меня в сейфе лежат, но они не боятся влаги, они больше, так сказать, адаптированы, да, под нашу среду, под такую полевую какую-то вещь. Это патрон у нас 10,9 грамма. Тяжелая пуля. Я пристреливал свой карабин именно под этот патрон. Это очень важный момент, потому что какими патронами пристреливаешь карабин, теми патронами нужно пользоваться в дальнейшем, да, потому что тут учитывается и вес пули, и пороховой заряд, и так далее, и так далее, и так далее. Много из чего складывается, поэтому я отстреливал на новосибирском патроне и на барнаульском. В принципе, у них разницы в кучности, совершенно практически никакой. Может быть, какие-то миллиметры там где-то. Кучу я очень хорошую собирал, что на Барнауле, что на Новосибирске. Значит, что по поводу новосибирского патрона. Во-первых, этот патрон предназначен для среднего, да, зверя и крупного зверя. Многие покупают 7,62 на 54, да, это тот же самый Тигр в другом калибре, либо СВД. Этот патрон то же самое, им можно стрелять и глухаря, можно стрелять байбака, да, суслика, им можно стрелять и лису, этим патроном кабана можно стрелять, лося, да, это все, что у нас в Ленинградской области водится, как бы, кроме байбака. Я стрелял с него и по лосю стрелял, но по лосю, конечно, не особо гуманно стрелять оболочным патроном. Для лося лучше стрелять полуоболочным, да, потому что, если видите, у него на кончике стоит, дай бог памяти, выскочил свинцовый наконечник, который при попадании в тело животного, да, раскрывается и наносит более поражающий, останавливающий эффект, нежели чем просто
оболочный патрон. Оболочный он просто прошивает зверя насквозь, да, ну, опять же, смотря куда попадешь. Но в основном это так и происходит, что он прошивает зверя насквозь, вот, и зверь в агонии еще может там не одну сотню метров, если мы говорим про лося, пробежать, и там только по следам крови его можно будет найти. Вот этот патрон полуоболочный, он уже, конечно, останавливающий эффект колоссальный имеет. Вот, мы то же самое охотились с ним и на лося. Вот, при попадании в лося там, ну, практически мгновенно зверь падает, либо садится на передние лапы, потом просто рушится, либо просто бежит и ничком падает на землю. Вот, поэтому я всегда, если мы идем на загонную охоту, я в основном занимаюсь загонной охотой, идем на лося, да, я всегда, у меня магазин на 10 патронов предназначен. Ну, а так как у нас по законодательству можно охотиться с магазином только 5 патронов, либо чтобы в магазине было всего 5 патронов, вот, я всегда заряжаю барнаульский патрон. Это полуоболочный. Вот. Полуоболочку заряжаю 5 штук. Вот. И мне, в принципе, на всю охоту хватает, потому что там 2, ну, максимум 1, от 1 до 3 выстрелов мне практически всегда хватало остановить зверя, добрать где-то. Вот. Вот у нас то же самое. Есть барнаульский патрон. Вот, видите, разница у него даже в размере. Это оболочный, то же самое патрон. Почему я использую и новосибирский, и барнаульский патрон? Ну, во-первых, новосибирский патрон у меня на 10,9 грамма, да, а вот этот, барнаульский патрон у меня на 11, сейчас не вспомню, на 11 чем-то граммов, да, здесь еще тяжелее пуля, поэтому я, бывает, лавирую, либо этот патрон вставляю, да, там идем, допустим, на глухаря, на кабана. Кабана я смело стреляю с оболочного патрона, хоть новосибирским, хоть барнаульским. Эффект очень хороший получается. Ну, по глухарю, что касаемо глухаря, да, если стрелять по глухарю полуоболочным патроном, то, соответственно, от глухаря ни хрена не останется. А мы, как-то расскажу краткую историю, ехали на машине, на УАЗике, вот, то же самое, на то глухариный, вот, и остановились на дороге послушать, вот, атаковал, и недалеко наткнулись на то глухариный, вот, и у меня адреналин сыграл, так скажем, и у меня стоял первым патрон полуоболочный барнаульский, вот, я зарядил, прицелился, стрельнул, глухарь упал, вот, а глухаря в руки беру, у него грудина вырвана, все, как бы птица испорчена. Вот, лицензия закончена, так скажем. Вот, своего глухаря я, можно сказать, испортил. Вот, он уже ни на чучело не годится, ни мяса там никакого, ну, просто разорвало. Поэтому советую всем стрелять только оболочным патроном, это по птице, да, что касаемо птицы. Кабана, что касаемо кабан, ну, кабан, он, что сигалеток, что крупный кабан, вот, в принципе, можно стрелять и таким патроном, полуоболочным, да, без свинцового наконечника. Вот, 1-2 выстрела, кабан, как правило, падает. Ну, лучше, конечно, целиться в голову, в шею, либо под лопатку. Вот. Кабан останавливает этот патрон с кабана смело. Вот. Ну, также можно использовать и полуоболочный патрон. Вот, любого производства, независимо от какого у вас оружия. Вот. Тут, конечно, эффект он намного эффективен. Вот. Он с одного патрона кабана останавливает, если, конечно, в лапу не попадете, либо в задницу куда-нибудь. Вот. Что касаемо вот этих патронов. Ну вот у меня из арсенала, у меня вот уже кое-что отстреляно отсюда. Я покупал это, кстати, барнаульские патроны, они продаются просто в пачках, если кто знает. АК-74 есть упаковки. Вот. А обычная, как коробка с-под спичек, да, было 10 коробочек спичек упакованы в такую бумагу. То же самое, также упаковывается барнаульский патрон. Новосибирский патрон, он продается в упаковках вот в таких вот подставочках пластмассовых, да, тут 20 штук. Комплект. Ну, я в свое время покупал, у меня остались, мне удобно хранить их так. Они у меня расфасованы, да, здесь в одной ячейке у меня, вернее, в одной подставке у меня
полностью барнаульский патрон полуоболочный. Во второй подставке у меня идут патроны барнаульские, но уже оболочные. Вот. И здесь у меня то же самое идет барнаульский патрон, свежая пачка, оболочный. Вот. Ну, в этом патронтаже у меня стоят новосибирские патроны, полуоболочные все. Вот, весом 10,9 граммов. Вот. Ну, в общем, все, что хотел сказать про эти патроны, сказал. Если есть какое-то мнение у кого-то, задавайте вопросы, пишите комментарии. Кому понравилось, палец вверх. Кому не понравилось, прошу воздержаться, ну, либо палец вниз. Вот. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Вот, следующее видео у меня будет уже про гладкоствольные патроны 12 калибра. Расскажу там уже линейка, конечно, побольше. Вот, ну, в принципе, все. Всем пока, всем удачных охот, метких выстрелов. До следующего видео. До свидания.